Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на это лето 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Будем разбирать с вами июнь, июль, август и сентябрь 2025, потому что астрономическое лето у нас длится до 21 сентября. А в этом сентябре у нас еще на ваши дни рождения как раз-таки попадает коридор затмений. Да, мои дорогие, это гороскоп подекадный, поэтому буду отдельно рассказывать, что работает для дев первой декады. Это те, кто родился в августе. Девы второй декады, кто родился с 1 по 10 сентября. И девы третьей декады, кто родился с 11 сентября и до знака зодиака Весы. Ну что, дорогие, готовы? Поехали! Да, мы с вами плавно движемся к летнему солнцестоянию. 21 июня традиционно Солнце у нас переходит в 1 градус Рака. День достаточно мощный, день, я не скажу, что какой-то очень сильно кардинальный, для дев первой и третьей декады такой достаточно важный. Для дев первой декады проиграется не так сложно эмоционально, для дев третьей декады достаточно эмоционально. Здесь, конечно, связано это еще и с тем, что все-таки недавно Сатурн покинул знак рыбы, да, и все-таки стало немножечко полегче, но такой осадочек после аспекта Сатурна всегда остается, да, поэтому девы третьей декады для вас будет такой момент очень эмоциональный, в том числе, Нептун тоже ведь рядом, да, аспект, шлейф такой, эмоции остался однозначно, да, после всех событий зимних, осенних. И да, ребят, скажу, что этот гороскоп назван «Лето новой жизни». В это лето мы все с вами немножечко почувствуем, как это жить в новом времени, что ли, можно это так сказать. Новая жизнь уже стучится к нам очень быстро, да, очень вперед. И это не навсегда сейчас, это только на лето. Мы почувствуем вот эти эмоции, еще осень у нас, конечно, затянет, но потом у нас будет опять возврат в прошлый год, я бы это так сказал, да, поэтому если вы меня ранее спрашивали: Женя, ну когда же перестанет вот это все меняться, когда уже поменяется и станет хорошо, ну, ребят, скажу, что у нас поменяется, но вот как оно будет все зависеть от нас, насколько мы это все настроим, насколько нам в этом хорошо. Еще раз говорю, много раз всегда, особенно все те, кто был у меня на консультации, знает, что 80% события и исход его зависит от нашего настроения и состояния на это событие. То есть если мы знаем, что мы совсем справимся и все будет хорошо в итоге, то тогда событие дается легче. Если же мы боимся, трясемся, волнуемся и переживаем, то тогда, понятное дело, нет у нас эмоционального интеллекта для того, чтобы эти трудности просто перемолоть. Да? Тогда они с трудом нам даются. А если мы понимаем, что, ну да, вот есть такие проблемы, вот есть такой диапазон времени, надо вот здесь уложиться, максимально все решить в этот отрезок времени, и тогда все будет хорошо. Тогда складывается отлично, тогда складывается нормально. Поэтому вот сейчас я и буду вам рассказывать отрезки времени, как они будут на нас, на всех влиять. Вот такая история, ребят. И да, у нас в начале лета, 10 июня, Юпитер поменял знак, перешел в знак Рака. Как будет влиять вообще, в принципе, на дев эта история? Скажу, что, ребят, очень хорошо. Из Рака Юпитер будет делать секстиль. Это благоприятный аспект, но это аспект, когда нам нужно что-то делать, двигаться, нельзя то есть останавливаться. То есть если вы хотите хорошее что-то получить, да, а Юпитер это планета, которая отвечает за социальный рост наш, да, за наши знания, профессионализм,
за наше положение в обществе, да, Юпитер это социальная планета, за общественное мнение тоже влияет Юпитер, то есть если вы хотите себе репутацию наработать, то здесь мы работаем с Юпитером, да, а Юпитер, конечно, дает еще, может давать хайп, но в благоприятном аспекте здесь, даже если вы будете хайповать, не будет каких-то сложных историй, обычно на напряженных историях получается, на напряженных аспектах получается как раз-таки не тот пиар, который бы вы хотели. Реклама, средства массовой информации, это тоже с Юпитером, если вы в работе, в профессиональной сфере пересекаетесь. Что еще? Поездки, путешествия, все, что связано с переездом, из благоприятного, из неблагоприятного района в благоприятный район, да, то есть если вы хотите улучшить свое качество жизни. И вот это на ближайший год будет очень хорошо у дев всех декады, скажу, работать, да, и здесь, ребят, конечно, плюсом еще Юпитер, когда в раке, это когда мы хотим расширение либо в профессиональной сфере, но расширяемся мы в профессиональной сфере, когда нам нужно все блага в семью подтянуть, то есть мы хотим увеличить и семью, кто-то жениться, выйти замуж, завести ребенка, это тоже под Юпитером будет получаться хорошо. Купить недвижимость в том числе, да. То есть здесь такая история вложиться, оформить документально. Да, Юпитер тоже здесь помогает, поэтому понимайте прекрасно, какую эмоцию, какую силу движения вы хотите на ближайший год словить, потому что Юпитер будет достаточно быстро двигаться и уже к концу июля перейдет из приятного аспекта первой декады Дев уже будет делать аспект во вторую декаду Дев, а осенью уже будет делать к третьей декаде Дев аспект. Понимаете, правда, потом он развернется в ретроградное движение в октябре, но это классическая история каждый год. И уже в феврале месяце, вот до февраля будет по второй декаде Дев ходить. То есть, понимаете, Девы первой декады совсем не так уж и много. Юпитер будет у вас впереди идти, да. Естественно, все те возможности, которые я рассказала, если вы ими не пользуетесь, а считаете, что ваша вторая половинка должна вам это все предоставить, тогда, конечно же, это ссоры, скандалы, упреки, то есть своя нереализованность выходит вот таким боком. Поэтому, ребята, пожалуйста, не надо своих вторых половинок вот так злостно ругать, потому что в это лето у нас и так проверка достаточная в отношениях у всех знаков, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны со своими любимками. Сейчас расскажу моменты, когда нужно быть аккуратными. Кстати, если вы прямо сейчас чудили, да, и вот закончили, вот последние 2 недели вы чудили, вам захотелось чего-то такого, новенького на грани, то это просто сейчас уже начал распадаться аспект напряженный. Марс в квадратуре с Ураном. Это когда нам хочется выйти за грани, это когда нам хочется всем показать, доказать, что мы вот такие-такие. И да, Марс у нас сейчас идет по знаку Девы в первой декаде. Поэтому здесь, конечно же, Девы первой декады, я надеюсь, вы не начудили. Если вы начудили, просто понимайте, что это скоро пройдет. Почему говорю аккуратно? Потому что в конце июля у нас будет еще другой аспект, такой помощнее, да. Сейчас у нас был Марс с Ураном в квадратуре, а чуть позже, буквально через неделю у нас потянется Венера в соединении с Ураном, поэтому здесь будьте максимально аккуратны, Девы первой декады в отношениях. Во второй декаде здесь сейчас не сколько про отношения, здесь у нас про страхи, но эти страхи, естественно, тоже сейчас выливались в отношениях, потому что на небе в данный момент Венера в оппозиции с Лилит. А Лилит сейчас во второй декаде Скорпиона, значит, делает что? Секстиль правильно. К Деве второй декаде, к солнышку Девы. Когда Лилит делает аспект к Солнцу в транзитных картах, это про нашу гордыню, про наше «я», про наше эго, про наше, какими мы хотим быть,
Но в силу наших страхов, потому что Лилит это наши страхи максимально, которые впаяны нам под корку, сидят вот у нас далеко, что даже у нас позвоночник сжимается, когда мы начинаем думать о чем-то таком важном, да. И эта история, скажу, ребят, до осени вот будет работать Лилит с девами второй декады, а осенью Лилит перейдет, будет делать аспект к девам третьей декады, но плюс у дев третьей декады там еще и возвращение Сатурна обратно в Рыбы. То есть это опять оппозиция, то есть это опять оппозиция к Солнцу, девам третьей декады, ребята, финальная, которая продлится у нас вот прям до 14 февраля. И все. То есть это такая финальная петля. То есть если вот Сатурн в прошлом году штормил, да, то есть вот это вот когда нас заставляют делать, что-то резко меняется, все идет не туда, куда надо, в работе все трещит по швам в том числе, да, но при этом девы третьей декады, здесь не один Сатурн, здесь еще и Нептун в напряженном аспекте, и при этом здесь еще Уран все-таки делал прекрасный трин для того, чтобы вы разгонялись, ускорялись в новых проектах, в новых начинаниях, меняли работу, чтобы ускориться, ребят, потому что на чем-то старом работать будет уже сложнее, в новом легче, но это же нужно принять решение, это нужно прыгнуть выше, да, немножко вот планочку свою поднять. Это не хорошо, не плохо, просто то, как мы жили раньше, уже не получается в таком же темпе идти, да. Сейчас все подробно еще расскажу, почему не получается. У нас и Уран меняет знак в том числе, у нас и множество планет в этом году, в принципе, последний раз отыгрывают в старых позициях, и уже в начале 2026 года уже не вернуться обратно, то есть уже нужно вот встать на свою лыжню и пойти дальше, да, и это ко всем девам относится, к первой, второй, третьей декаде, просто задачи у всех немножко разные, понимаете, у всех немножко разные. Поэтому вот такая история. Про страхи, про Лилит рассказала, про Сатурна с Нептуном расскажу сейчас еще больше, потому что у нас будет ближайшее новолуние. Новый лунный цикл у нас начинается 25 июня. Солнце в соединении с Луной, в соединении с Юпитером. И все это добро в квадратурах к Сатурну и Нептуну. Очень-очень важный момент наших финансов, когда мы понимаем, что нам не хватает жить так, то есть средств, как мы жили раньше, нам уже не хватает этих эмоций, да, нам нужно что-то другого, мы в принципе, да, хотим нечто даже новенького, да, нам хочется стабильности, конечно, хочется, но стабильность, она уже у каждого воспринимается совершенно по-разному, да. Здесь, конечно же, большой такой внутренний вопрос к себе. У дев третьей декады так вообще в это новолуние откроется, да, кем я хочу быть, кем я хочу все-таки стать, мой профессиональный рост, потому что реализация идет у нас всегда, ну, понятно, через семью и через профессиональную сферу, да, но в семье мы реализовываемся, понятно, всю жизнь, мы там замуж вышли, женились, рожаем детей, воспитываем, то есть мы реализовываемся как родители, да, а что еще? Ну, у нас-то еще есть полно разных качеств нашей жизни, которые мы хотим реализовать, которые мы хотим внедрить, да. И здесь не обязательно про успешный успех, да, кто-то любит что-то изобретать, кто-то, ну, не реализовался в семье, хочется в других сферах реализоваться, и это абсолютно нормальная такая история, потому что мир, в котором мы идем дальше, это про профессиональный рост однозначно, это когда каждый занят своим делом, но при этом, если мы вот в обществе, если у нас есть вторая половинка, тогда нам проще.
То есть быть отшельником, такая история, она становится очень сложной и неподъемной. То есть быть вот таким а-ля я блогер, один вот такой свободный. Ну, это история, которую уже наигрались с этим уже наигрались, и надо преодолевать те трудности, которые у нас есть. Да, они нам не нравятся, мы все планировали вообще по-другому жить, да, в этот момент времени, но мы пришли все к тому, что у нас есть, и поэтому здесь необходимо просто понимать обстоятельства, которые нас ждут. Обстоятельства нас ждут такие достаточно, я не скажу, что плохие, нет, мы справимся, потому что даже коридор затмений, он не обещает быть очень сложным. Для дев, конечно, для дев этот коридор затмений, не скажу, что финальный, ребят, в следующем году, в феврале, у нас даже время ускоряется, то есть я еще не начала даже говорить про Уран, да, но у нас на следующий год коридор затмений выпадает не в марте, сентябрь, октябрь, а выпадает в феврале и в августе. То есть вы понимаете, как у нас все начинает ускоряться, да? Поэтому здесь не то, что как бы я хочу, мне это нравится, просто вот так обстоятельства, время начнет ускоряться, и мы все это поймем 7 июля, когда Уран поменяет знак и из стабильных тельцов, да, перейдет в нестабильные близнецы. И это история очень быстрого движения времени, да, когда у нас не так уж много времени останется вот так на страдания, на вот этот выплеск эмоций. Хотя девы третьей декады уже достаточно вот это все пережили, уже хочется, можно уже пойти дальше, да. Поэтому, ребята, давайте идем дальше. Новый лунный цикл у нас начинается 25 июня. На эти 2 недели у нас с вами на небе запланированы такие моменты. Помните, говорил, что Венера в соединении с Ураном будет, и начнется это соединение с 27 июня. Точное соединение будет 4 июля, в общем, плюс-минус недельку. Это такая встряска в любовных отношениях. Кому будет напряженнее всего? Девам третьей декады. Поэтому здесь будьте аккуратны, да, потому что вследствие уже накопившихся эмоций после длительного стояния аспектов, естественно, это нормальная такая история. Понимайте, что этот момент, он не вечный. Плюсом у нас еще в этот период времени до следующего полнолуния, которое будет у нас 11 июля, ребят, накапливаются еще события такие, знаете, звездные. У нас 5 июля уходит в ретроградное движение Нептун, который вот перешел у нас 30 марта в Овна, да, и сейчас пойдет в ретроградное движение. То есть, грубо говоря, отпустил дев третьей декады, вздохнули и сказали, ну, отлично, но при этом сейчас он уходит в ретроградное движение. До 22 октября он будет еще в Овне, потом перейдет уже еще в ретроградном движении в Рыбы. До 10 декабря будет идти в ретроградном движении и развернется. И потом обратно до 27 января он будет в Овне. В Рыбах, и 27 января он переходит в Овна. История, то есть понимаете, да, когда будет находиться, это последняя фаза Нептуна в Рыбах, то есть девы третьей декады можно расслабиться. Будет, да, то есть это финальная петля. То есть понимаете, сколько еще будет волнений и эмоций, связанных с теми переживаниями, которые были в 2024 году у вас, связаны как раз-таки с движением вот этого Нептуна. То есть это эмоции, это связано с любовными отношениями, это переживания, это, возможно, измены в отношениях, возможно, кто-то ушел в зависимость какую-то, да, измены тоже зависимость своего рода. Поэтому, ну, ухождение в мир иллюзий, да, уход в мир иллюзий. Поэтому здесь прекрасно понимаете, что может быть снова. Я не говорю, что 100% с этого. Возможно, вы на предыдущей петле Нептуна все это поняли и уяснили, и сейчас вы просто будете понимать такую самоценность в себе взращивать, да, нормальная абсолютная история. Поэтому да, в ближайшие 2 недели у нас в ретроградное движение уходит Нептун, плюсом у нас 7 июля, 7.07, красивая дата, Уран меняет знак из Тельцов в Близнецы. Как вообще будет это работать на девах, да? Ну вот смотрите, с 2017 года Уран идет по Тельцу. Скажите, что до 2017 года как-то мы, в принципе, настраивали все свою жизнь, а потом как-то оно стало идти все
по-разному, да, у кого-то наоборот, потому что здесь Уран делал трин к девам вообще, в принципе, с 2017 года. Кто из дев в этот период времени внедрил новые проекты, новые действия в своей жизни, новые привычки, нашел новую работу, тому хорошо было. Тому правда было хорошо. Кто не любит жить по-новому, у кого в натальной карте Уран, не скажу, что гармоничный, да, то есть, но не создает особых проблем. Обычно те, у кого напряженный Уран в натальной карте, это те люди, кто привык жить с неадекватностью Урана, я это так говорю. Кто привык жить с обнулениями, кому это нормально начинать сначала, да? Для кого такие большие глобальные мировые встряски – это норма. То есть у кого так, тому изменения будут тоже нормально. Уран меняет знак, что поменяется. То есть Уран потихонечку, когда проходил по Тельцу, разрушал наш такой комфорт, к которому мы привыкли, да, то есть наш уклад жизни. Сейчас он будет идти по Близнецу. Близнецы – это про образование, учебу, наши контакты, наши связи, это транспорт, это логистика, это коммуникация, средства массовой информации, новости. И вот сюда вот в это все входит Уран. А Уран это всегда нестабильно. Мы не знаем, что даст Уран. То есть аспект соединения, да, к близнецам это всегда невероятный эффект. То есть он может нам кому-то очень понравиться, кому-то вообще нет. И здесь все зависит от того, насколько мы сами готовы к новому, да. А мы, люди-то, не очень любим готовы быть к новому, да, скажем так, это если честно. И девы это очень такой практичный земной знак, который любит, ну, как вот нормально, стабильно, по укладу, да, не так, чтобы прям резко выпрыгивать из штанов и обнуляться и все рушить, да, то есть здесь принимаются взвешенные решения. И да, Уран входит, и вот во всех этих сферах появляется полная нестабильность. Это все начнет меняться, реформироваться, поэтому новостные повестки, ленты новостей будут пестрить. Я опять за то, чтобы не смотреть на вот это все, потому что Уран дает еще своего рода такой хайп, и все больше и больше на новостях будут хайповать, поэтому здесь берегите свою нервную систему, потому что Уран еще и про нервную систему нашего головного мозга. Уран это вообще, если мы разбираем наш организм, Уран отвечает за, естественно, за нейронные связи, да, в нашем теле, в нашем мозгу. Это сложные организационные процессы, это сложные знания, которые взрывают в прямом смысле мозг, да. Это наши вены, по которым текет кровь в том числе, поэтому здесь понимаете, да, чтобы не выходить за грани, не раздуваться, то есть нужно быть в таком спокойном состоянии, то есть нужно понимать, что происходит. Происходить будет разное, мы со всем справимся, ребят, сразу говорю, здесь переживать не нужно, у аспектов на благо есть начало и есть конец. Максимальные пики, связанные с Ураном, конечно же, скажу, и понимайте, что если у вас спокойное состояние, то людей вокруг может потряхивать. Но вы же не знаете, человек с натальной картой, какой с вами соприкасается, да, то есть у него может быть там вообще все в напряженном Уране, очень много аспектов, и он уже просто в нервном истощении. И это такое нормальное состояние, ребят, когда с Ураном уже финальная петля, и когда идут такие переживания, когда уже все применил, уже все сделал, ты уже от всего устал, но уже сидишь такой и решаешь, думаешь, так, а что сейчас делать, когда уже мозг обнулился, да, уже нет никаких эмоций. И вот здесь приходит зрелое решение. Не доводите себя до такого состояния, все будет правда нормально, все будет правда хорошо. Поэтому да, Уран поменяется, будут изменения, изменения будут в нас тоже. Пока до 7 июля Уран делает потрясающий трин, где вам третья декада. Ребят, внедряйте нечто новое, потому что когда Уран поменяет знак, войдет в Близнецы, он будет делать квадратуру к девам
первой декады. Да, очень сильно на вас будет влиять Уран, но он будет в квадратуре. И это когда нужно принимать решение быстро, когда нужно либо держаться за свои позиции, если вы понимаете, что игра стоит свеч, и помните, что всегда, когда приходят аспекты, это не говорит о том, что мы сейчас, вот нас зажимают, у нас нет выхода, и мы должны просто отказаться от всего и уйти. Нет, это почти всегда это просто проверка нас на прочность. Сколько мы готовы терпеть, сколько мы выдержим, потому что если сейчас мы на это реагируем, ну так, ну окей, ну трясет, ну нормально, тогда следующая петля этой планеты, мы такие, так мы же это уже проходили, просто сейчас мы ускоряемся, потому что что требует от нас Уран? Требует от нас ускорения над своими же действиями, то есть нам за определенный период времени нужно сделать еще больше для того, чтобы спасти свои позиции в работе, в личной жизни, в отношениях в том числе. Да, это обычно всегда штормит, и нам кажется немножко или множко, что люди вокруг нас немножко не в адеквате. Потому что у всех обстоятельства вот так форсируются, и нужно что-то делать. Да? И такое ощущение всегда на Уране, что если мы что-то не сделаем, то мы не вбежим в последний вагон, что мы что-то упустим. Что-то такое, знаете, ощущение нехватки, да? Что нужно ускориться. Иногда это бывает просто хайп. Абсолютно нормальные эмоции Урана – это создать хайп, когда все вокруг думают, что так, я неудачник, я это не сделал, я это не могу сделать, нужно тоже влиться в вот эту историю, проходит потом времени, получается, что очень много энергии было потрачено, хайп спал, и оказалось, игра-то совсем таких свеч не стоила. И я всегда говорю, самая лучшая проработка Урана – это стабильность. То есть, когда ты остаешься стабильным в своих взглядах, не уходишь за грани, не уходишь в закат и не говоришь, я устал, я ухожу, мне надоело тебя терпеть, ты мне весь мозг съел. Да? Ну, там мужчины и женщины по-разному говорят. Да? Здесь просто от психологии зависит пола. И здесь просто понимаете эту историю, что если мы стабильны в своих взглядах, когда нас трясет, нас потом перестает трясти меньше. Мы понимаем, что мы реально, это наша цель, это наша позиция, и мы на своем месте. Поэтому, девы первой декады, будьте стабильны в своих взглядах, в своих мнениях, потому что 7 июля начнет достаточно сильно ускоряться время событий, и эта история сохранится до 7 ноября. Уран будет в ретроградном движении двигаться, начнет лишь 6 сентября. 6 сентября он пойдет с Близнецов в ретроградное движение и будет идти по Близнецам до 7 ноября. 7 ноября он вернется в Телец, в знак Тельца. До 4 февраля будет по Тельцу идти в ретроградном движении, поэтому здесь как раз-таки окошечко для себя оставляете, девы третьей декады, кто привык с Ураном быстро двигаться, потому что он все-таки делает потрясающий трин, кто хочет вот здесь вот, кстати, в последний вагон новую работу себе найти потрясающую, с 7 ноября по 26 апреля у нас еще Уран будет идти в третьей декаде Тельца, значит, будет делать потрясающий трин к Солнцу, дев третьей декады, ребят. Вот это, понимаете, у вас еще будет момент вот этого Урана слави, да, в благоприятном аспекте. И да, 26 апреля 2026 Уран уже окончательно поменяет знак, и на нашей с вами памяти больше в Тельца не вернется. Ну, то есть, если меня, может, ребенок какой-нибудь маленький смотрит, тогда вернется в его старости, но меня такие не смотрят. Поэтому, ребята, в нашем возрасте уже Уран не вернется в знак Тельца. Поэтому, кому важна эта информация, ловите ее. Кто хочет по-новому, скоро у нас будет по-новому. Да, скажете про дев второй декады не говорю. Девы второй декады. У вас на начало июля история связана, конечно же, это любовные отношения, это страхи, это волнение, это переживание, потому что Лилит пошла по 11 градусу Скорпиона. И здесь, конечно же, ваши действия, что вы будете делать в этот период времени, да? Что захочется внедрить вот в эти 2 недели с 25 июня по 11 июля. И здесь еще же кармические узлы подходят по чуть-чуть, да, южный кармический узел сейчас идет по 3 декаде Дев, и вопросики, ребята, от чего вы готовы отказаться ради движения вперед? Такой вопрос задает южный кармический узел, когда мы
бросаем чемодан без ручки, не просто бросаем, а реально принимаем взвешенное решение, что мы, как жили, развивались ранее, уже не получается, уже не интересно, уже не дает нам столько благ, и надо бы свою тактику немножко поменять, да. Вот когда мы это меняем, делаем, тогда жизнь начинает выруливать, да. И, ну и, конечно же, Дева второй декады, у вас эта история начнется к концу лета. И да, сейчас у вас на начало июля Марс идет по Девам второй декады, поэтому принимайте свои взвешенные решения, действия, и по чуть-чуть Марс начнет соединяться с южным кармическим узлом, и это очень важная история для Дев второй декады. Плюсом еще, то есть у вас еще вот неделька другая, да, Девы второй декады, есть вот этот момент времени, чтобы организовать себя и понять, кем же все-таки вы хотите стать, кем вы хотите быть, потому что Лилит Скорпиона будет задавать вот эти вопросы, связанные с гордыней, связанные с переживаниями, связанные с нашими страхами, почему мы не идем вперед, почему мы не развиваемся. Потому что Марс, который идет по второй декаде Дев, будет четко просить о действиях, которые мы готовы приложить для того, чтобы перескочить вот это свое такое прошлое состояние, закрыть свои гештальты, можно сказать, нерешенные вопросы, моменты, которые нас останавливают в жизни, да, ну, потому что у Дев в этом июле будет вообще, у Дев второй декады очень важный период в жизни. У нас в этом году даже ретроградный Меркурий, ну, то есть управитель Дев, да, будет не в августе, ребят, а в июле, поэтому здесь не так уж и много осталось времени. И будет идти как раз-таки ретроградный Меркурий по второй декаде Львов. Вообще, в принципе, будет очень интересные соединения, очень интересные аспекты. И ретроградный Меркурий будет в квадратуре с Лилит. Поэтому здесь, дорогие девы, понимайте, второй декады, что нужно будет очень хорошо поработать со своими вопросиками, они у вас вскроются, ситуации выхода вас на арену, в движении вперед, да, они очень близко. Но, естественно, нам всегда страшно идти вперед, страшно задавать себе те самые вопросы, потому что мы же, ну, страхи для того и есть, чтобы нас останавливать. И здесь нужно будет ответить себе на главный вопрос, почему я не иду вперед, почему я топчусь так долго на месте. И чем качественнее будет для вас вот этот момент, месяц июль, да, можно так это сказать, ну, еще и начало августа, потому что не могу выделить просто один вот такой месяц, что сделать, потому что всегда все это выходит за рамки, да, за грани. Собственно, поэтому помесячные гороскопы я перестала записывать, потому что, а какой в них смысл? Это очень маленький диапазон времени, и все равно приходится рассказывать и туда, и туда. А так вот большой гороскоп, и сразу понятно в диапазоне времени, что делать, и как потом это все в итоге выливается. И да, Дева второй декады, здесь история такая очень... Я не скажу, что она решится для вас плохо. Нет. Ну, то есть вы же мне всегда спрашиваете, плохо или хорошо, да? Удачно, неудачно. Скажу, что удачно, потому что все-таки после вот этой истории июльской, да, в конце июля подключается уже и Юпитер во вторую декаду Рака и будет делать прекрасный секстиль к вам. Поэтому чем вы правдивее посмотрите своим страхом в глаза, ну, запишите себе их. Я не иду развиваться, например, реализовываюсь, боюсь, не знаю, быть некачественным специалистом. А с чего начать? А как мне и семью, и работу, вот это вот все, если вы женщина, да? Если вы мужчина, какие могут быть вопросы? Не знаю, может просто вопрос реализации в семье, в женитьба, что пугает сейчас людей, да, очень много разных факторов, как я смогу прокормить семью, как вообще строить отношения, это же вообще сейчас не модно, отношения сейчас это не модно, сейчас модно пойти к психологу, друзья сейчас это так просто потусоваться и все, друзья это вообще история такая очень классная и потрясающая, когда вы, у вас вот есть люди, с которыми вы можете поговорить обо всем, они вас поддержат,
Или же честно скажут: ну, слушай, ты подожди, ну, ты так-то не прав, не права, ну, это так-то не так это работает. Но большинство людей сейчас не идут вот в эту сложную историю друзей, общения, контакты поверхностные, семья не нужна, это не модно, зачем я лучше поживу вот так в одинокого, зато я свободен, зато я вот так вот тусуюсь, зато мне вот здесь хорошо и классно. История утопическая на самом деле, потому что вы оставите после себя? Что? Потраченные деньги? А зачем тогда вся эта история? Просто потусоваться? Но нужно посмотреть в своем солнышке, как раз таки, куда и Лили делает аспект, и южный узел будет как раз таки проходить, каждое солнышко просматривать, да? Что, где там вопросик нереализации? Где, почему не идем вперед? Где родительская модель настолько необычная, что вы ее не хотите воспринимать, где отторжение идет к развитию, что сама эволюция придумала, то есть это не я придумала, да, идею какую-то лоббирую, это эволюция придумала. Мы социальные люди, и общественное мнение, вообще мнение наших близких для нас, оно очень важно. Здесь можно сколько угодно говорить про это, но у нас основные истории, даже вы меня смотрите на асцендент, но напротив асцендента находится дисцендент. То есть это такая же важная точка в гороскопе, которая отвечает за брак, за вот этот штамп в паспорте, точно такая же важная, как и асцендент. И дисцендент напрямую отвечает за наши деньги на работе. То есть у многих в прямом смысле эти деньги на работе больше, если человек состоит в браке. То есть это я сейчас вообще, в принципе, всем девам говорю, да, но очень актуальна эта история будет в это лето для дев именно второй декады. Это такая большая, мощная и непопулярная тема, потому что очень классно сейчас и модно сходить к психологу, с психологом, бесконечно разговаривать, бесконечно тратить время, бесконечно делать вид, что я же собой занимаюсь, я ведь и деньги в себя вкладываю, я прорабатываю. Но кто что проработал? Хотите вам честный, быстрый ответ, что мы проработали, съездите в гости к своим родителям, и как быстро они начнут выводить из себя. Вот и здесь станет сразу понятно, что мы проработали. Если родители не выводят из себя, и все прекрасно, и все хорошо, и у вас с ними потрясающие отношения, тогда у вас по логике должны быть дети. А если детей нет, где-то мы сами себе врем. Где-то мы сами себя считаем выше, чем наши родители. И вот наша такая философская точка зрения, наше мнение, мы вот такие вот молодцы, а родители наши несостоявшиеся, и мы не хотим, как они, да. Такая большая очень и непопулярная история, про которую не хотят сейчас говорить, потому что тратить деньги на психологов, долгую, годами туда ходить, регулярно, это хорошо. Ну или там, не знаю, антидепрессанты, ну или пойти выпить. Ну, слава богу, сейчас появился тренд на здоровый образ жизни. И это тоже хорошо, да, потому что для дев это очень важная такая история, потому что если у вас есть, например, если вы дева, конечно, дева по асценденту и дева по солнцу, и у вас есть лишний вес, значит, вас очень-очень много обид, потому что дева это тот знак, который накапливает в себе обиды от нереализации. А основная реализованность дев, вот хочу следующую серию видео записать про асценденты. Там будет про асцендент дев тоже, естественно, про каждый знак асцендента. То есть если не реализованы интеллектуальные способности у девы, да, то есть по солнцу или по асценденту, то тогда это идет в прямом смысле, вот откладывается в теле. Вот так у дев это работает. У дев это так работает, у тельцов это так работает. То есть два знака, у которых вот так это мощно работает. Ну, либо это различные там болячки такие непонятные, бесконечные хождения по врачам, лишь бы хоть как-то деве солнце работало и создавало вроде бы какую-то пользу, да. Но нужно такую большую масштабную, потому что я уже во многих видео говорила, что девы это про свои таланты, навыки, которые достались вам по родовой системе, и их нужно просто поднимать. То есть здесь не на общественное мнение нужно смотреть, здесь нужно родовую книгу написать, посмотреть, кто у вас чем занимался. Может, у вас в семье одни инженеры были, да, и вы вдруг такие: а я не хочу, я вот хочу быть не инженером, а кем-то совершенно другим. Ну, никуда же не делись. Гены-то они есть. 100% развития мозга, оно тоже потрясающее, да. И здесь, как правило, вот эта история связана с девами. И вот
На Де второй декады очень сильно будет важен, актуален этот вопрос. Но только, понимаете, это очень большой вопрос такого своего большого глобального мировоззрения, которое, ну, даже в одно видео сложно вписать, да, это даже в одну консультацию сложно бывает вписать. Поэтому, ребят, здесь такая история очень глобальная лично для вас. Для Дев третьей декады, которые уже устали вот от аспектов Сатурна и Нептуна, которые будут эту зимой финальной петлей проходиться, да, снова возникнет этот вопрос. Кармические узлы откатятся уже к Девам второй декады, но послевкусие этого останется. Что я не сделал, что я не доделал, почему меня так трясет, почему у меня не работает то, что у других людей, казалось бы, вот смотрю я на соседа, а у соседа работает. Да сосед вообще, у него все по-другому. Вы же не хотите жить как сосед, вы хотите, как вы хотите. Так и надо жить, как мы хотим. У Дев первой декады на этот июль, начало, когда Уран меняет знак, здесь, конечно, история выход вот за свои вот эти вот рамки, за свои грани, будет нестабильность от Урана и то, насколько вы можете с этим двигаться, расти, развиваться, но при этом здесь гармоничный аспект с Юпитера прямо сейчас идет, ребят. Действуйте, внедряйте, расширяйтесь в работе, все, что можно, хочется и возможно. Не надо рушить отношения, особенно если у вас есть очень много прожитых совместных лет, классных моментов, сопереживаний, и вас отделяет от той жизни, которую вы хотите, финансы, например. Финансовая сторона не является, я бы сказала, претензией для развода. Конечно, люди сейчас все напридумывали, да, но финансовые трудности – это то, что нужно просто пережить. Переживаете вы это вдвоем, значит, вы как пара становитесь сильнее, идете дальше, да. Всегда в паре кто-то провисает, когда идет шторм, поэтому здесь понимаете, кому из вас двоих нужна помощь, разговаривайте, потому что все это работает, когда мы разговариваем. В конце видео прикреплю большое видео «Любовный гороскоп». Там очень четко рассказала, какие кризисы бывают в парах, именно когда определенная планета по нам прокатывается, можно это так сказать, что с нами бывает и как это преодолеть. И всегда помните, что движение аспектов, оно конечно. То есть это как в математике, да, то есть вот оно есть, это действие, и все, оно четко. Ну да, только у Сатурна остается такое послевкусие тяжести, да, потому что Сатурн планета такая, а Юпитер, наоборот, заглядывает нам пораньше. И да, ребята, идем дальше. У нас следом 11 июля. 11 июля у нас полнолуние. Полнолуние в Козероге. Я не скажу, что это какой-то очень сложный день, но с этого полнолуния у нас начинает на небе сходиться, у нас расходится Венера-Уран, да, в аспекте, но при этом начинает сходиться квадратура Венера-Марс. Очень сильно будет влиять на Дев второй декады. Вот это наше мужское и женское в нас самих, которое томится, да, когда мы переживаем где-то не на своих эмоциях, движемся вперед, развиваемся. Поэтому вот эту историю нужно понимать и в паре еще, да, кто проявляется больше, в ком проявляется больше мужского, в ком женское, и поменять, почему в какой-то момент, возможно, вы поменялись ролями. Такой момент тоже, который мы проживаем только разговаривая, ну просто так, оно ничто не решается. Можно ходить бесконечно, еще раз говорю, к психологу, кто-то один ходит к психологу, кто-то другой думает, что это дичь. И это такая история, которая может длиться годами и ни к чему не приведет. А можно просто сесть и поговорить. Да, будет страшно, да, мы будем переживать, да, у нас будет под градом с нас ходить, но зато это честно. Все аспекты прорабатываются всегда честностью. Когда мы искренне, у слова искренности корень искра. Вот замечали, когда мы говорим искренне, да, пусть даже мы сказали неудобную правду, она неуместна, да, но внутри нас так тепло становится, искра загорается, да, то есть нам становится хорошо, что мы частичку себя вот так зажгли. То есть мы проявились, да, ну ведь можно по-модному как сейчас сказать, мы проявились, да, сказали, как именно нам надо. Но это всегда выход, я всегда говорю, вот за вот эти рамки выходите, говорите, как вам хочется, тогда будет хорошо. И говорите тем людям, близким, чтобы они вас услышали. Вы с ними живете, а не в социальных сетях. Соцсети — это маска, маска общественного мнения, куда люди заходят и смотрят, и
основываясь на себе, считают, что у вас так же. Каждый совершенно другую жизнь живет. Соцсети — это очень сильное искажение, и с моментом передвижения Урана это будет еще очень сильно выводить из баланса своего личного психологического состояния. Идем дальше, ребят. И у нас сразу после полнолуния у нас Сатурн уходит в ретроградное движение. 13 июля Сатурн уходит в ретроградное движение. До 1 сентября он еще идет по Овну. 1 сентября он возвращается в Рыбы. И, конечно же, уже говорила, да, потом будет идти по Рыбам, развернется зимой, и 13-14 февраля вернется опять в Овна, и уже в Рыбах больше не будет. То есть здесь девы третьей декады, понимаете, сколько долго будет Сатурн влиять снова на вас. Это с 1 сентября по 13-14 февраля. Почему две даты? Все зависит от того, в каком полушарии вы живете, восточном или западном. То есть вот такая история. И да, что делает Сатурн? Ну, поштормит нас вот эту недельку, мы так остановимся в наших эмоциях, но сильно-то останавливаться нельзя будет, ребят. Здесь у нас следом 18 июля ретроградный Меркурий, единственный управитель дев вообще, поэтому все девы, здесь максимальная концентрация. Ретроградный Меркурий у нас будет во Льве, в квадратуре с Лилит, поэтому мы в порыве эмоций и страсти и наспор можем наговорить все, что угодно. Будьте аккуратны. Ретроградный Меркурий у нас будет с 18 июля по 11 августа. Понимаете этот период. И вот здесь насколько мы будем аккуратны, тактичны к своим вторым половинкам, к своим эмоциям в том числе. Будьте аккуратны за рулем в том числе, в своих действиях. Не будьте агрессивными. Вот такая история. И тогда все сложится достаточно хорошо. У нас еще, конечно же, в этот момент, помните, Венера в точной квадратуре с Марсом становится. Во второй декаде у нас Марс в соединении с южным кармическим узлом. И плюсом у нас следующее у нас новолуние, новый лунный цикл у нас, ребята, будет 25 июля. Это будет во Льве, новый лунный цикл во Льве, но у нас история связана, знаете, с чем? 24-25 в ночь Солнце с Луной будут в соединении с Плутоном. В соединении с Плутоном, и здесь нам нужно всем, ребята, взять вот свою такую мощь, силу и понять, на каких эмоциях мы будем двигаться дальше. Потому что Плутон — это разрушитель по-своему, да, но если мы свою внутреннюю силу понимаем, то мы идем дальше, мы развиваемся. И здесь нужно этот момент очень четко понимать, потому что у нас к концу июля, и вот на вот эти 2 недели до 9 августа у нас новый лунный цикл, растущая Луна. У нас здесь еще складывается не просто Венера в квадратуре с Марсом, а Венера в квадратуре с Сатурном и Нептуном. То есть здесь в любовной истории эмоции, здесь в любовной истории мне все надоело, я хочу уйти. И все-таки про стабильность, про терпение, про выносливость. Плюсом к концу июля соединяется у нас еще вот здесь вот такая вот конфигурация, да, Тау квадрат. Марс в оппозиции к Сатурну с Нептуном, и все это с Венерой. То есть здесь в отношениях вот это наше мужское и женское, что мы весь июль, грубо говоря, в себе вот так взращивали, договаривались, пытались вот здесь все это понять. Здесь у нас начинается такая история, очень сильно, кстати, будет влиять вообще, в принципе, на Дев, но на Дев третьей декады здесь больше, потому что Марс как раз вот там, в третьей декаде, и отношения. Все будет зависеть, ребята, здесь от каждого. Кто-то подаст на развод в эмоциональном ключе. Потом пройдет аспект, пройдет время, и, возможно, будет сожаление, что можно было как-то решить по-другому. Да? То есть это такая, может быть, точка кипения, да? То есть выплеск таких эмоций. Да? Потому что множество аспектов — это всегда выплеск эмоций. Поэтому здесь будьте аккуратны. У Дев второй декады на вот этот период времени, ребят, уже Юпитер к вам подошел. Здесь уже нужно максимально идти в развитие, в любовной сфере, прям строить планы, идти в реализацию задуманного, семейных отношений,
отношений усложняться, создавать себе почву для этого, да, кто-то хочется вписать недвижимость, кто-то хочется вписаться в семью, в любовь, в романтику. Очень хорошая история, кстати, ребят, девы второй декады. Со страхами продолжаем работать, будет страшно, ну правда, а кому не страшно? Всем нам страшно, когда мы ускоряемся и идем вперед. Поэтому здесь вот такая история. Девы первой декады, конечно, немножечко вот это нестабильное состояние от передвижения Урана, да, поэтому здесь понимаете, но все-таки хочу сказать, что у нас в конце июля с 22 числа складывается на небе такая конфигурация бисекстиль. Это Плутон в трине с Ураном, и на секстилях стоит Сатурн и Нептун. То есть это такая конфигурация и состоит только из благоприятных аспектов. Это на большие деньги, она такая стабильная, устойчивая, но здесь нужно понимать и свою неадекватность, и неадекватность других людей, чтобы быть устойчивыми, да? Здесь нужно понимать свою силу, это такой большой всплеск эмоций, который будет с нами еще всю осень до конца 2025 года. Поэтому-то я и говорю, что мы совсем справимся, просто понимайте, что если сильно штормит сейчас, говорю сейчас, к девам первой и третьей декады, потому что у дев второй декады здесь более-менее мягко все, ну, если у вас отсутствуют личные транзиты, которые, ребят, я здесь не вижу. Если у вас, кстати, свой вопрос, оставляйте в комментариях к этому видео, при этом дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что домарные сетки каждого из вас основаны на вашем месте и времени рождения, я здесь просто не вижу. Но я надеюсь, вам это понятно, да, у меня открыта общая транзитная карта. Поэтому, ребят, здесь вот такая история, что у дев второй декады такая очень простая история, на самом деле. Копаемся в страхах, идем вперед феноменальными скачками, ускоряемся, движемся вперед, да. То есть честно себе говорим, тогда все получится лучше, чем планировали. Если себе привирать, тогда результат будет скромный, это правда так. У дев третьей и первой декады свои штормы, очень много сил, конечно же, девам третьей декады нужно будет прям потратить, вложить, но это не говорит о том, что там человек плохой, нет, это говорит о том, что нужно сейчас вот здесь прям таки подняться в эмоциональном интеллекте, в своей силе внутренней, да, и все получится. Девы первой декады не надо пасовать перед трудностями, которые случаются, это нормально, это раскачка, такая движение вперед, и здесь будет как раз таки отсеиваться все то окружение, которое вам не нужно. И да, ребят, идем вперед. У нас говорила уже, что вот есть вот это такая большой Тау-квадрат. Это хорошая история вписаться в недвижимость, подтянуть свои отношения, то есть дотянуть те вопросы, которые у вас давным-давно висели. У кого-то это недвижимость, у кого-то вопросы в отношениях, у кого-то в социальном росте, в карьере. Кто-то не может начать новые проекты, но пытается еще как-то здесь начать. У кого есть благоприятные аспекты на это, я уже это столько раз сказала, да, поэтому здесь, смотрите, мы входим в август, да, и на 1 августа у нас ретроградный Меркурий в оппозиции с Плутоном, поэтому здесь, дорогие девы, это всем относится, да, то есть начало августа такое мощное, требующее от нас силы, да, то есть вот новый лунный цикл случился, а вот уже в августе мы уже прям, нам нужно подняться над своими эмоциями, и вот это чувство самообладания, инстинкт самосохранения. Почему я вначале говорила про свои реализации возможностей, про семью, про родителей, про детей, потому что самый мощный инстинкт самосохранения и выживания работает у тех сильнее всего, у кого есть дети. Просто у кого детей нет, казалось бы, да, когда я один, мне проще. Нет, когда наоборот у вас кто-то есть, вы для того, чтобы не было сильной просадки, для того, чтобы вас, ваш род, вашу семью не уничтожили, сил в резерве открывается просто нереально много. То есть на этом фоне силы находятся оттуда, вот просто подняться, откуда не ждали, как говорится. То есть мы понимаем, на что мы способны только когда у нас есть потомство. Это правда так. Это не я придумала, это придумала эволюция. Да? То есть и выживают, как правило, те, у кого есть семья. То есть им проще выжить. Одиночкам всегда сложнее. Поэтому здесь понимайте, где есть сбой в системе координат для того, чтобы идти вперед. Потому что мы, в принципе, сейчас идем время, это время коммуникации. И Уран в Близнецах — это про коммуникацию. Это не про то, чтобы быть одному. То есть нужна постоянная коммуникация,
коммуникация, движение, близкие. А знак Близнецы отвечает за близкие связи, контакты. Вот такая история. И идем дальше. Начало августа. Мы на таких очень сильных эмоциях. Движемся к 9 августа. У нас, естественно, какое может быть очень сильное полнолуние? Полнолуние в Водолее. Когда вот здесь либо у нас нервы, нам говорят, что так, я устал, я ухожу, либо мы понимаем, что мы достигли своего определенного уровня свободы, и теперь мы контролируем эти обстоятельства. Плюсом у нас 11 августа заканчивает свое ретроградное движение Меркурий. Мы здесь выдыхаем, правда, он еще будет несколько денечков в оппозиции с Плутоном, почти недельку. Здесь можно еще вот на таких своих мощных скоростях двигаться. Ну и правда, в этот момент уже наступает очень такое благоприятное на небе соединение Венера с Юпитером. Когда хочется отдохнуть уже, когда мы понимаем, что мы прям на пике, но нам хочется как-то вот вложиться что-то такое классное, во что-то такое, чтобы нас порадовало. Это либо отдых, либо отпуск, либо любовные какие-то отношения, либо праздник, мероприятие провести. Хорошее, кстати, для этого времени здесь до нового лунного цикла, который начинается как раз таки очень хорошие вот эти числа с 10 августа по 20, очень хорошие, поэтому, дорогие девы, ловите этот момент, девы 1, 2, 3 декады, отдыхайте, расслабляйтесь, напитывайтесь сил, потому что у нас сходит очень важный месяц, с 23 августа у нас начинается новый лунный цикл, новолуние в Деве. Очень важный для вас месяц, дорогие девы. Сейчас расскажу, у нас там еще и коридор затмений. Начинается новый лунный цикл на квадратуре Урана. Вот сюда вытекают все эмоции наши, которые накопились с нами за последний год, я бы так это сказала, да? Потому что здесь к чему мы пришли, что мы сделали. Плюсом еще последнюю неделю августа у нас будет Венера в оппозиции с Плутоном. Чувствуете, да? Венера в оппозиции с Плутоном сейчас, ну это будет история в Раке и перейдет во Льва. Влиять на дев будет? Будет. Уран влиять на дев будет? Однозначно будет, в том числе. Что делаем, ребят? Ну, понимаем, чего мы хотим от жизни на ближайший месяц, на свою жизнь. Про это уже много раз рассказывала. И чем стабильнее, еще раз говорю, будет ваше понимание, тем эффектнее будут ваши действия. Если вы соберетесь ругаться, выходить из своих отношений профессиональных, либо в личной жизни, то это будет с огоньком. Конечно же, эмоций будет много, эмоции будут зашкаливать. Если же вы понимаете, что вас отношения свои устраивают, вам в них хорошо, комфортно, тогда вы берите какую-то большую, другую мощную цель на этот месяц. Если вы понимаете, что в работе вас все устраивает, тогда берите какой-то новый мощный проект в этой работе. Работа измененная работа в этот момент и отношения, из которых вы вышли в этот момент, и тут же вошли в другие, не будут стабильны, потому что выход из этих отношений, любых профессиональных или личных, будут на абсолютно нестабильных аспектах. Поэтому здесь, ребята, имейте это в виду, что штормы с этих отношений невозможно будет войти в новые и сказать: ой, а ты у меня зайчик или зайка, у нас с тобой все хорошо, а вот там нет, все было плохо. Да нет, конечно, впоследствии и очень быстро в этих же отношениях придут те же самые эмоции и вопросики, и скажете: зачем шило на мыло было поменено, можно было вообще жить совершенно по-другому. И да, ребята, мы с вами идем в сентябрь. 1 сентября Сатурн в ретроградном движении возвращается в Рыбы, и это начинают чувствовать девы 3 декады. Опять движение Сатурна, когда нас заставляют делать не то, что нам хочется, когда мы знаем, что у нас есть вопросики, проблемы, связанные с финансами, или на работе какие-то вопросики, которые мы ранее не решили. Но аспект Сатурна хорош тем, что мы понимаем, сколько это длится по времени, и мы с этим разбираемся. И понимаем, что послевкусие, конечно же, у этого аспекта останется. Об этом рассказала ранее. Идем дальше. Первая неделя сентября начинается с квадратуры Юпитера и Марса. Будьте аккуратны. Если честно себе не признавались летом, то здесь можно начать просто винить всех вокруг в своей несостоятельности, нереализованности. Не надо близкими ругаться, пожалуйста. Не надо портить свою репутацию, потому что Юпитер в напряженном аспекте, когда мы портим репутацию, когда мы ругаемся.
располагаемся. Подождите, всего недельку, 10 дней будет длиться этот аспект. И да, мы идем дальше. 6 сентября у нас разворачивается в ретроградное движение, уходит Уран. Значит, 1 и 2 неделя сентября, все, что связано с Ураном, с новыми проектами, будет в таком состоянии, как будто заморозилось. Те, кто самые счастливчики и пробивные, могут на этой истории наоборот стартануть. То есть кому-то очень удобно всегда, но это я лично смотрю, да, у кого всегда получается наоборот выстрелить в этот момент, когда останавливается Уран. То есть это те люди, как правило, у кого Уран в натальной карте напряженный, то есть вы привыкли с этим жить, вы с ним всю жизнь боретесь, и для вас остановка Урана это как, ну ладно, сейчас я зато все остановились, а я сейчас как стартану. Для кого-то это будет тот самый старт, который нужно. Не для всех. Нет хороших и плохих, просто есть тот бэкграунд, к которому мы на настоящий момент времени сюда пришли. Идем дальше. Из 7 сентября, ребята, у нас коридор затмений. Коридор затмений на убывающем лунном цикле начинается с полнолуния в Рыбах. Это все действие будет влиять на всех дев, потому что разброс планет, кармических узлов, здесь и Меркурий, и Солнце, и Луна, и все это будет влиять на всех дев, всех декад. Эмоциональное будет полнолуние, будет, конечно же, ощущение: я устал, я ухожу, как мне это надоело, хочется бросить. Ребята, нельзя. Вот, ну нельзя, нужно просто прожить этот месяц, потому что он пройдет, и наступит другой интересный, приятный момент в жизни. А это эмоции, которые нужны для того, чтобы понимать, насколько мы себя предаем, насколько мы готовы опуститься на эмоциональное дно, насколько мы готовы себя жалеть и при этом упускать свои возможности. То есть, смотрите, вот у нас есть проблема и у нас есть решение. И вот здесь фаза страдания. Так вот, от проблемы и до того, как мы начинаем ее решать, вот эта фаза не обязательна. То есть, ну, может она растянуться на весь коридор затмения, она может растянуться на все лето. Но если входить вот в движение этих аспектов, прям четко мы идем вперед, и мы понимаем, что мы ускоряемся над этими аспектами, и мы понимаем, что так, мы же прикладываем силы, ну, мы, грубо говоря, прорабатываем, то есть все те силы движения и действия, которые нам нужно сделать, мы вот не в этот момент сделали, мы их заранее сделали, мы подстраховались. Я, собственно, поэтому на несколько месяцев вперед-то и записываю, чтобы подстраховаться, и вот когда придет этот коридор затмений, ну, чтобы не вот прям не застыть в эмоциях, не соплями утираться, да, а для того, чтобы реально прям-таки мощно двигаться вперед, потому что аспекты у движения этих планет, да, на них хоть и сильные, но это же разные возможности. То есть здесь хорошие возможности для того, чтобы понимать, куда мы хотим идти вперед. Это наш социальный статус, развитие, профессионализм. Да? То есть самые сильные, конечно, могут вписаться в недвижимость, но это можно еще сделать и летом. Да? То есть нормальные на это аспекты, да? Такие стабильные, качественные. Но здесь все-таки необходимо понимать, что все зависит от нас. Планеты они есть, но очень многие люди на напряженных аспектах двигаются наоборот вперед. То есть я сама люблю, я знаю, что это сложно, да, я знаю, что точно так же будет прям раскатывать эта планета, да, и я стараюсь максимально заранее пройти, чтобы потом в момент прохождения этой планеты я уже была совершенно на другом уровне осознания, потому что я тоже человек. Вы думаете, что я какой-то, не знаю, суперсилой обладаю? Моя суперсила знать вот то, что случится в будущем, да, то есть понимать, как это произойдет. Но еще раз говорю, если 21 числа заканчивается у нас коридор затмений, да, значит, у нас заканчиваются страдания. Ну, то есть и все остальное, что останется в нас, это только то, насколько мы готовы с этим еще жить. То есть коридор затмений будет на эмоциональных историях очень сильно нас всех подхлестывать. Девы мы, другого мы знака зодиака. И понимаете, ребята, это очень сильно. Закончится коридор затмений 21 сентября и закончится, я скажу так, на очень хороших аспектах, очень много гармоничных аспектов, при этом есть и напряженная. Венера будет в первой декаде Дев с квадратурой Урана. То есть девы первой декады очень сильно волнуемся за свои отношения, очень сильно стараемся держать себя в руках, не пылим и понимаем, что этот момент пройдет, он конечен.
он конечен, у него есть максимальный пик, но если вы честно разговариваете со своей второй половинкой, тогда здесь и не будет таких качелей. Девы второй декады придут как раз-таки к решению своих вопросиков, борьбы со страхами. То есть коридор затмений для дев второй декады будет больше пуглив, чем на события он будет такой масштабный. Мы больше сами будем бояться, понимаете? Поэтому здесь не позволяйте страху вами овладеть. Это Лилит, она не дает аспектов, но очень сильные моменты, связанные с нашими переживаниями, которые на нас влияют. Еще раз говорю, 80% событий зависит от того, как мы смотрим на это событие. А я вам говорю, все будет хорошо. Девы третьей декады, уже Сатурн, конечно же, здесь дает финальную петлю к вам. Но, ребята, опять же, идем вперед, понимаем, что эти эмоции, да, потому что Сатурн всегда, когда идет в оппозиции, это когда у нас такое чувство одиночества, когда мы чувствуем, что мы один на один с этой проблемой, и у нас никого рядом нет, нам никто не поможет, и нам нужно разобраться по большей части в своем одиночестве. Почему мы боимся быть один на один с самими собой? Почему? Потому что нужно быть ответственным. И вот как только приходите к этой мысли, что нужно вот прям вот здесь взять ответственность и прям честно себе сказать, потому что аспекты Сатурна, они всегда прорабатываются честностью. Когда мы максимально честны, вот тогда здесь все понятно. Страшновато, потому что Сатурн, он и по мифологии такой страшноватый, да, поэтому здесь не нужно больше страху напускать. Мы все выживем, мы все пройдем, просто не нужно этим эмоциям, которые вот в это лето будут нагнетаться. А июль, так он вообще, вот сейчас у нас начинается, вот мы прямо сейчас, вот можно сказать, июнь, он такой у нас был не очень сложный эмоционально, а сейчас начинается июль. И вот эти движения и рокировки планет, это же все эмоции, то есть и они накапливаются по чуть-чуть, и, естественно, в коридор затмений это все выльется. Поэтому, дорогие, постарайтесь в этот осенний коридор затмений максимально быть честными с собой, чтобы осень и зима, дорогие девы, у вас прошли уже совершенно на других эмоциях, чтобы февральский коридор затмений, который будет 17 февраля начнется, он у вас был вообще в плюс. А оно так и должно быть. Оно так и должно у вас случиться, понимаете? Но здесь нужно очень много своих вопросиков, гештальтов к себе закрыть. То есть быть максимально честным. И тогда все получится хорошо. И, естественно, Сатурн — это всегда наши действия. Вперед, план, когда мы прикладываем усилия, и хоть маленькими шажочками, но каждый день идем, ползем, думаем о цели, что-то делаем, хоть какое-то маленькое действие, и тогда все реально будет нормально. Ну и не надо бояться. Нам всегда кажется, что вот то, что происходит, это как-то сильно страшно. Ничего не страшно, ничего не страшно. Просто нужно на это смотреть трезво, зрело и здраво. И все будет хорошо. Дорогие девы, я надеюсь, вы из этого гороскопа извлекете, уберете все свои панические атаки. Вам станет максимально понятно и комфортно, как двигаться дальше. И если у вас остались вопросы, оставляйте в этом видео. Но я вам точно говорю, у нас все будет обязательно хорошо, и мы со всем обязательно справимся. Но это звезды, планеты говорят. Еще не наступают те сильные, сложные времена, когда все будет плохо. Еще их нет. Поэтому действуем, развиваемся, идем вперед во всех сферах своей жизни. Ну а я отвечу на ваши вопросы, если они у вас еще остались. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели до конца. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.